Всем привет, это канал Epic Fusion. Сегодня давайте сделаем с вами граффити. Давайте добавим сразу ноду текст. Но для начала давайте изменим разрешение нашей стены. Сейчас у нас композиция Full HD, но стена сама там, по-моему, 2500. Давайте добавим ноду Background и объединим с нашей стеной. Стена у нас идет Foreground, Background, соответственно, в Background. И в ноде Merge немножко подстроим размер. Все, теперь стена у нас заполняет весь экран. Теперь подключаем наш текст. Цвет текста я изменю, оставим Solid и сделаем его каким-нибудь вот таким. В ноде Merge выбираем режим наложения Color Dodge. Немножко подстраиваем цвет нашего текста, добавив ноду Brightness and Contrast. Давайте немного приберем Gain. И гамму. Само граффити у нас в целом готово, но сейчас я вам покажу, как можно добавить эффект прорисовки этого граффити. Пока стену нашу отключаем. Все, имеем вот такой текст. Давайте добавим ноду Fast Noise. К ноде Fast Noise подключим наш текст. И в ноде Merge выберем режим наложения Overlay. Теперь после ноды текст мы также добавим ноду Brightness and Contrast. И полностью уберем Saturation в 0. И давайте настроим наш Fast Noise. Добавим деталей, контраста. И увеличим Scale. Я увеличу его до 400. Даже можно меньше. Вот. Допустим, пусть будет так. Эту ноду пока отключаем. Теперь после ноды текст мы добавим ноду Channel Booleans. В ноде Channel Booleans мы выбираем режим Multiply и все каналы выставляем Red. Возвращаемся в ноду Fast Noise, переходим во вкладку Color, выбираем градиент и тип градиента линейный. Проанимируем ноду Fast Noise, наш шум. Для этого в нулевом кадре устанавливаем ключ на параметре Offset и уводим его куда-нибудь вот сюда, чтобы полностью картинка стала белой. Переходим в 50 кадр, снова ставим ключ и теперь делаем все в обратную сторону. Теперь после ноды Merge 3 добавим еще одну ноду Brightness and Contrast. Параметр Low и High мы немножко скручиваем, чтобы у нас наш Fast Noise стал более контрастным. И ставим галочки на параметре Clip Black и Clip White, чтобы убрать все оттенки, кроме черного и белого. Подключаем наш Brightness and Contrast к ноде Channel Booleans. И теперь вот такой эффект у нас происходит. Но сейчас у нас текст исчезает. Его проявление мы сделаем немножко позже. Давайте теперь добавим после ноды Fast Noise ноду Blur. Немножко размоем наш эффект Fast Noise.
Но сейчас у нас надпись пропадает, а должна появляться. Поэтому давайте перейдем в Fast Noise снова, во вкладку Color и проанимируем Offset с помощью Expression Time. Пишем Time, деленное на минус где-нибудь 55. Проявление готово, но текст появляется сейчас задом наперед. Мы просто меняем стороны нашего градиента. Итак, наша анимация готова. Теперь нам осталось только подключить ее к нашей стене и посмотреть, как это будет выглядеть. Меняем режим наложения на Color Dodge. Подключаем снова к нашему тексту ноду Brightness and Contrast. Можно немножко подкорректировать ноду Brightness and Contrast, все-таки убрать немного контраст. Ну, пожалуй, вот так и оставим. Немножко сделаем текст побольше. Теперь, так как это у нас граффити, давайте сделаем наш текст не таким ровным. Скопируем ноду текст, добавим ноду Fast Noise. И после ноды Fast Noise добавим ноду Displace. Нода Fast Noise совместно с нодой Displace делает очень классные вещи. И с помощью этих двух нод можно создавать действительно крутые эффекты. Один из таких эффектов я показывал в своем предыдущем ролике. Ссылочку на него я оставлю в правом верхнем углу. Давайте настроим ноду Displace. Тип выберем XY. X offset и Y offset уберем на минус 0,5. И пропишем expression к параметру Y refraction. Просто подтянем его к X refraction. Немного подвинем и давайте сделаем наш текст не таким ровным. Так, давайте сразу подключим его, наверное, к нашей ноде текст, чтобы смотреть, что получается. И, соответственно, мы объединим наш текст первый и текст, который мы будем менять, в котором мы будем менять форму. Поэтому нужно уже подключать не первый текст, а ноду Merge 4. Тут уже вы настраиваете так, как вам больше нравится. Я оставлю вот примерно вот так. Давайте объединим это в группу. Выделяем эти три ноды вместе, нажимаем правой кнопкой и выбираем групп. И давайте дадим название как-нибудь. И вот так это сейчас все вырисовывается. Теперь я хочу добавить еще один текст, но уже который будет идти тип outline и другого цвета. Опять же копируем первый текст. Наверное, лучше скопировать наши подтеки. Изменить, зайти текст через вкладку Shading, выбрать outline. И давайте изменим цвет на какой-нибудь вот такой кислотный. И также немножко добавим ему искажения. И изменим название второй группы, так и назовем Outline Text. Текст.
И также его подключим к нашему основному тексту. Смотрим, что у нас получается. И смотрим все вместе. Этот текст мы можем уже проанимировать обычной нодой Mask Paint. Поэтому удаляем ноду Merge, отключаем Outline Text, немножко расширим группу. Давайте добавим ноду Mask Paint. Переходим в ноду Mask Paint, во вкладку Mask и пока нажмем Invert. Теперь мы видим все наше слово. Возвращаемся в Controls, увеличиваем размер нашей кисти и убираем Softness практически на минимум. Режим выбираем Stroke. И давайте теперь писать наш текст. Отжимаем галочку Invert. Переходим в Modifiers. Выбираем Stroke 1. И вот так наш текст пишется. Возвращаемся в Controls. Выбираем Stroke Controls. Давайте посмотрим, как это будет анимироваться. На параметре WriteOn ставим ключ. Переходим в любой другой кадр. Ставим еще один ключ. Возвращаемся в наш первый ключ и параметр WriteOn ставим на 0. Вот так наш текст будет писаться. И давайте куда-нибудь в конце его подключим. Но подключить его нужно перед нодой Merge 2. Это будет наша нода Color Dodge. Поэтому подключаем наш outline текст после ноды Channel Booleans. И теперь нужно проанимировать все после того, как проявится основной текст. Немножко надо его изменить. Давайте сначала проанимируем, потом также изменим его цвет. Точнее, не цвет, а его яркость. Итак, возвращаемся в ноду Mask Paint, Controls и анимируем наш зеленый текст. Для этого ставим ключ в 70-м кадре на параметре WriteOn, убираем в 0 и где-нибудь пусть в 88-м наш текст будет написан. Теперь после ноды текст добавляем ноду Brightness and Contrast и немножко убираем Gain. Чтобы эта нода не затрагивала нашу остальную картинку, поставим галочку Predivide Post Multiply. И в целом этого достаточно. И давайте посмотрим нашу композицию итоговую. Да, мы не удалили ключи. Поэтому вернемся в ноду Mask Paint. Здесь убираем. Здесь убираем. И эти оставляем. И теперь давайте посмотрим на нашу итоговую анимацию. И вот такое граффити у нас получилось. Стенку, которую я использовал, я оставлю в описании ссылочкой, выложу на Google Диск.
Поэтому можете скачать и также ее использовать. На этом у меня все. Если видео вам понравилось, рассказывайте о нем друзьям. Не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. Это был канал Epic Fusion. Всем пока!